Всем добрый день, с вами Татьяна. Заканчиваю я свой вязальный год. Сегодня последнее видео, наверное, у меня в этом году. Вот такие вот следочки я буду вязать сегодня. Это у меня 37-38 размер, это у меня на 40 размер. Вязать я буду, видео будет вот эти вот синие на 37-38. По ходу вязания на 40 на 39 размер расчеты я тоже буду говорить, где сколько петель нужно набирать. Вязание начну с нижней части, потом перейду на мысок, отвяжу вверх и закончу подошвой и перейду на пятку. Вязать я буду спицами номер 3, спицы на лёстке. Можно взять прямые спицы, это кому как удобно. 3 цвета у меня, вот такой вот синий, наверное, красный, белый. Значит, это пряжа у меня турецкий акрил, как всегда, в 100 граммах 250 и 240 метров. Вы можете вязать любой пряжей, если метраж подходит, приравнивается близко хотя бы к моему, то мои расчеты вам подойдут. Значит, в процессе вязания все детали буду измерять в сантиметрах. Так, сейчас я вам сразу замеряю. Вот так вот он выглядит, этот след. Такая вот моделька, я ее померила, 40 размер. Хорошо сидят, удобные. Значит, смотрите, полностью весь следок в свободном состоянии 24 сантиметра. Ну, это вместе с пяткой до пятки 23 сантиметра. Так, ну что, кто хочет связать такие тапочки, следочки, берем спицы, пряжу, переходим к просмотрам, иду вязать. Прежде чем начать вязать, сейчас вот нарисовала схему, пройдусь немножко по схеме. Низ я буду вязать, ну и верхнюю часть ленивым жаккардом. Сначала провяжу вот эту вот полосу нижнюю, а потом уже перейду к мыску, ну и все остальное. Я ее, когда полностью отвяжу, замеряю в сантиметрах точно вам. Значит, у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вот изнаночных рядов узора, сразу скажу. Смотрите, по схеме. Сейчас на спице номер 3 я наберу 121 петлю. Я вот, вы видели, я замерила, в сантиметрах вам показала, у меня 121 петля. Поэтому, опять же, можете замерить у себя в сантиметрах, сколько у вас петель в сантиметрах, из этого сделать расчет. Ну вот, я померила, значит, на 37-38, 121, если размер меньше, наберем на несколько петель меньше, на 40 я набрала 127 петель. Значит, на 39 наберем среднее. 121, 127, 124. Вот так вот где-то я скажу. Смотрите, это у нас ленивый жаккард. Каждые 2 ряда меняется цвет. Сейчас я набрала петли и сразу один ряд набрала темным цветом. Один ряд я провязала все лицевыми. Весь узор будет вязаться лицевыми петлями. Темным цветом все провязала лицевыми. Далее буду вязать по узору. Вот здесь вот нарисовала, смотрите, первый ряд. Все петли вяжу белым цветом. И лицевую сторону, и изнаночную. Темный цвет, петля не провязывается, я ее буду снимать. Следующий ряд меняется цвет на темный. Опять теперь вяжу темным цветом. Светлый цвет, петля снимается. Здесь, если сказать простым таким языком, вот где много клеточек петель, да, петель, этот ряд провязывается. Значит, провязывается каким здесь у нас много? Белым цветом. Провязываем белым цветом, темным цветом снимаем. Вот так вот. Если кому легче, таким методом можно ориентироваться. Ну, я вот здесь разрисовала. Значит, вот я провяжу сейчас, вот черта у меня высоту. Получится 10 рядов. Я сначала провязала больше, посмотрела, сильно широко получается, поэтому уменьшила. Вот вяжу вторую пару. Нормально как раз вот. Значит, ну вот, вяжем по схеме. Я схему сейчас выведу еще на экран ее. Можно остановить видео, сделать скриншот. Или же я схему располагаю в сообществе на канале. Там есть фотографии. В карусели сразу пролистать есть схема. Кто может, можете там взять. И в своих соцсетях я тоже выкладываю фотографии и схемы. Вот так вот. Узор простой. Можно вязать, конечно, эти боковые стороны любым узором. Ну, я вот подобрала такой вот узор. Вяжется быстро, легко и
повтор постоянно идет здесь. Ничего сложного нет. И смотрится довольно-таки хорошо и плотный получается. Так, переходим к вязанию. Так, как я уже сказала, я набрала 121 петлю, провязала, это изнаночная сторона, первый установочный ряд, так сказать, все темным цветом. Следующий ряд у меня, вот как по схеме я вам разрисовала, так вот я и буду вязать. Следующий ряд у меня будет идти белым цветом. Я с изнаночной стороны меняю цвет, сразу подвязала белый цвет. Смотрите, опять вернулась к схеме. Что у нас далее? Так, одна кромочная. Далее 5 петель белым, одну петлю темную, темным цветом снимаем, не провязывая. Опять 5 петель лицевых провязываем белым цветом, одну петлю снимаем. И так вяжем до конца ряда. Так, первую сняла, следующие 5 петель провязываю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала. Одну снимаю, не провязывая, нить за работой. Опять 5 петель. Провязала белым цветом, одну темную петлю сняла, не провязывая, нить за работой. И так до конца ряда. Так, сколько здесь? 5 провязала. Одну снимаем. Белым цветом провязываю 5 петель. Одну сняли, не провязывая. Вяжем так до конца ряда. Так, довязываю ряд до конца. Это у нас первый ряд. В конце также у меня получилось вот 5 петель белым. Кромочную провязываю изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Продолжаем, заканчиваем белым цветом первый ряд по изнаночной стороне. Вяжется без изменений. Точно так же провязанные петли мы провязываем. Снятые петли снимаем, не провязывая. Первую сняла. Опять белый цвет, 5 петель. Провязываем белым цветом. Провязала. Вот она, снятая петля темного цвета. Я ее переснимаю. Нить перевела. Опять 5 петель провязала. Вяжем все лицевыми, весь узор лицевыми вяжется. Снятую петлю снимаем, не провязывая. Провязали 5, сняли. Нить перевели. И так до конца ряда. Заканчиваем белым цветом этот ряд. Второй ряд узора, перешли на лицевую сторону, поменяли цвет на темный. Вяжем второй ряд. Значит, в начале первую кромочную снимаю. Одну петлю белым цветом сняла. Одну провязала темным. Одну белым сняла. Далее 3 петли темным цветом провязываем. Провязали. Опять теперь у нас идет повтор. Одну белую снимаем, не провязывая нить за работой. Одну петлю провязали темным, одну белую сняли. 3 петли темным цветом провязываем. 1, 2, 3 провязали лицевыми темным цветом. Опять повтор у нас идет. Одну белую снимаем. Одну провязали темным цветом, одну белую сняли. 3 петли провязываем темным цветом. И так вяжем до конца ряда. Белую петлю снимаю, не провязывая. Одну синим темным провязала. Одну белую сняла. Далее 3 петли темным цветом провязали. Довязываем так ряд до конца. Так, довязываем ряд до конца и по изнаночной стороне вяжем точно так же, как мы вязали в предыдущем ряду. Все вяжем по узору. Далее сейчас изнанку показывать не буду, сейчас еще раз пройдусь, потому что здесь вяжем без изменений. Провязанные петли провязываем лицевыми, провязали. Далее у нас идет снятая петля белым цветом, мы ее снимаем, пересняли. Опять что у нас? Одна, вот смотрите, темным провязали, снятую белую пересняли. Провязанные петли провязываем,
снятые петли снимаем, не провязывая. Провязали, сняли, провязанные, провязали, сняли. Так вяжем до конца ряда, изнанку заканчиваем. Это у нас какой был? Второй ряд заканчиваем. Третий ряд узора, белый цвет. Первую петлю снимаем, следующие 3 петли провязываем белым цветом. Кромочную сняли. 1, 2, 3, провязали. Одну темным цветом снимаем, не провязывая, нить за работой. Далее 5 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Вот у нас кубик первый сформировался. Далее одну петлю темным цветом снимаем, не провязывая. Опять 5 петель белым, одну темную снимаем, не провязывая. И так до конца ряда. 5 белым провязали, одну темную сняли, не провязывая. 5 белым, одну темную снимаем, не провязывая. Вяжем до конца ряда и по изнаночной стороне возвращаемся по узору. 5 белым провязали, одну темную сняли. Так, перешли на лицевую сторону. Четвертый ряд узора. Темный цвет. Первую кромочную снимаем. Следующая петля у нас по узору белая. Мы ее тоже снимаем. Далее 3 петли темным цветом провязываем. Здесь вот у нас сдвигается теперь узор. И дальше это все будет повторяться. Сейчас вот провяжем еще пару рядов, и уже будет без схемы все понятно. Значит, белую сняли, 3 петли темным цветом провязали. Одну снимаю, белую сняла, темным цветом провязала, опять белую одну сняла. Это формируется у нас новый вот такой вот квадратик, кубик. 3 петли темным провязываем. И опять повтор. Одна белая снятая, одна темным провязанная, одна белая снятая и 3 темным. Так вяжем до конца ряда. Белую сняла, темным провязала, одну белую сняла, 3 петли провязываем темным, провязали. Повтор. Белую снимаем, одну провязали темным цветом, белую петлю сняли, нить за работой, 3 петли темным провязали. Повтор. Белую сняли, темным провязали, белую сняли, и опять 3 темным. Довязываем ряд до конца и возвращаемся по изнанке в начало ряда по узору. Так, перешли на лицевую сторону. Пятый ряд узора у нас сейчас будет белый цвет. Значит, смотрите, теперь у нас опять идет повтор. Вот как мы начинали вязать первый ряд, опять у нас идет повтор, только эти кубики у нас получились в процессе вязания, мы узоры сдвигали. Значит, что у нас здесь? Одна кромочная, это у нас белый цвет. Далее одна белым, одну петлю темным цветом снимаем, 5 петель провязываем белым цветом, одну темную петлю снимаем и опять 5 белым, одну снимаем. И так до конца ряда. Все повторяем, как вязали в самом начале. Так. Белый цвет. Кромочную сняла. Первую вторую провязала. Так, далее одну темную снимаю, 5 петель провязываем, 5 белых, 1, 2, 3, 4, 5, одну темную сняли, опять 5 белых, провязали, одну темную сняли и так до конца ряда. Вот такой вот зигзаг у нас получается. Сдвигаем. Пять белым провязали, 4, 5, одну темную сняли. Так вяжем до конца ряда по изнанке. Возвращаемся по узору. Смотрите, опять я сюда вернулась. Значит, сейчас я провяжу. Далее узор весь повторяется. Начало я вам показала.
Вместе вот с первым рядом я считаю, вот самая первая изнаночная у нас дорожка такая проходит, изнаночный ряд. Еще раз посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 вот этих вот изнаночных рядов у меня получилось узора. Потом я провяжу лицевой и изнаночный красным цветом. К вам вернусь, замерю ширину и длину точно в сантиметрах и будем вязать дальше. Значит, сейчас провязываем вот эту вот полосу и встречаемся. Закончила я вязать полосу. После узора я провязала еще красным цветом 2 ряда, лицевую сторону и изнаночную, и темным цветом, темно-синим, 1 ряд лицевыми петлями. Вот я провязала, пришла в конец ряда. Сразу наметила средние 7 петель. Здесь у меня будет мысок начинаться. Теперь в ширину, это высота, ширина, это высота. Смотрите, сколько здесь, ну, 4, чуть больше 4 сантиметров. И длина этой полосы, я только что замеряла, 44 сантиметра. Как же я туда? Только что было 44. Она растягивается. Ну, вот так. 44. А в готовом изделии у меня было сколько? 23, получается 46. Ну, там они растянулись уже на манекене. 44. Так, теперь что я делаю дальше? Далее я перехожу вязать, буду мысок. Значит, я провязала последний ряд по лицевой стороне темным цветом. Теперь мысок начну вязать с изнаночной стороны. Здесь нить можно обрезать и подвязать к середине. Я, наверное, обрезать не буду, просто переброшу ее через петельки и приду к средней части. Переснимаю вот эти вот все петли на спицу. Так вот перебрасываю я нить. У меня здесь получилось 57, 57 и посередине 7. Так, начинаем вязать мысок. Значит, вот эти вот красная белая нить у меня остались, мы их не обрезаем, они нам потом пригодятся. Теперь мысок буду вязать весь лицевыми петлями, платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель провязываю по изнаночной стороне все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязала. Развернулись на лицевую сторону. Опять провязываю 7 петель. Первую сняла. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше я буду расширять мысок, добавлять с боковых сторон петли. С боковой стороны 2 петли провязываю вместе. Добавила, 8 петля получилась. Развернулась на изнаночную сторону. Провязываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязала. Теперь 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Добавилась 9 петля. Развернулись. Провязываем 9 петель. Девять петель провязала. Опять с боковой спицы 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Добавилась 10 петля. И по изнаночной стороне точно так же добавляю 1 петлю. Так, сняла первую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 добавляю 2 вместе с боковой спицы, провязала
лицевой петлей. Добавила 11, получилось. Опять разворачиваюсь на лицевую сторону, провязываю 11 петель, 12 добавляю 2 вместе, провязывая с боковой спицы. Так я расширю, пока у меня на спицах не будет 17 петель. Мысок буду расширять до 17. 1, 2 на все размеры. 37, 38, 39, 40, 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязала. 2 петли провязала вместе. 12 петлю добавили. Развернулись на изнаночную сторону, провязываем теперь 12 петель, 13 петлю добавляем, провязывая 2 петли вместе с боковой спицы. Вяжем мысок, расширяем. Закончила расширять мысок. Всего у меня сейчас 17 петель на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот таких вот дорожек зубчиков. Далее буду соединять мысок по методу пятки, закрывать боковые петли с последней петлей на мыске. Только закрывать я буду не по 2 петли вместе, а по 3. Провязала сейчас мысок, последняя 17 петля и 2 петли с боковой спицы провязываю вместе по лицевой стороне изнаночной петлей. Соединила. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаю. Оставшиеся петли все провязываю лицевыми. И последнюю 17 петлю буду соединять с петлями с боковой спицы. Так, последняя петля и 2 петли с боковой спицы. 3 вместе провязываю лицевой петлей по изнаночной стороне. Подтянули. Все, соединили. Разворачиваемся на лицевую сторону. Опять провязываю до последней петли. 16 провязываю, 17 соединяю с 2 петлями с боковой спицы. Так, довязала. Одна осталась. И 2 петельки с боковой спицы, 3 петли вместе. Соединяю. Изнаночной петлей провязала. Подтянули. И опять все то же самое. Вяжем лицевыми петлями. И последнюю петельку соединяю. Всего провязываем 3 петли вместе. Одна последняя петля с мыска и 2 петли с боковой спицы. Значит, так я буду соединять. У меня останется на боковых спицах по 19 петель. И по мыску высоту у меня будет 20 вот таких вот зубчиков дорожек. Потом я к вам вернусь и пойдем вязать вверх. Значит, вяжем мысок. Если хотите мысок поглубже, повыше, можно будет провязать, конечно, еще пару рядов. Я опять же довяжу сейчас мысок до конца, замерю в сантиметрах, не забыть бы. Так, последняя петелька. 1, 2, 3 петли провязали вместе. Все, вяжем мысок. Смотрите, что у нас здесь получается. Вот такой вот мысок выходит. Так, провязываем мысок, встречаемся. Закончила я закрывать мысок. Значит, что у меня здесь получилось? Как я уже говорила, по зубчикам посчитала 20 вот этих вот зубчиков дорожек, 20 рядов в высоту. На боковых спицах у меня осталось по 19 петель. Если размер 40, провяжите еще пару рядов. Или же, если у вас было количество петель в самом начале меньше или больше, то у вас здесь сейчас количество петель может быть другое. Вот так вот.
ширину мысок у меня, смотрите, сколько он здесь получился. Ну вот 6,5 где-то. И высоту 8,5. Теперь что делаем дальше? Вот я закрыла последнюю петельку по изнанке. Теперь мне нужно вернуться в начало ряда. Опять же, можно, конечно, провязать, но я это делать не буду. Я опять петли эти все переброшу. А потом уже начну вязать по лицевой стороне. Так, перебросила все петли. И сейчас что у меня будет? Белый цвет сразу подвязала. Теперь, смотрите, значит, вот эта вот деталь. Сейчас я сделаю точно такую же полосу, таким же самым узором. Только здесь у меня было 1, 2, 3, 4 кубика, а здесь 1, 2, 3 всего лишь будет. Ну, если кто хочет высокий, как ботиночек, чтобы был, можно провязать опять такое же количество 4. Но я провяжу 3 раза, 3 кубика вот этих вот. 3 раза узор. Вяжем точно так же, как вязали в самом начале полосу. Значит, сейчас вот у нас все здесь нитки на месте остались. Белый цвет берем и начинаем вязать, как мы вязали здесь первый ряд. Первую петлю снимаю. 5 петель провязываем белым цветом лицевыми. Одну снимаем, не провязывая. 3, 4, 5. Тот же самый узор. Одну сняла. Одну сняла. Все. Провяжем до конца ряда по изнаночной стороне, точно так же, как мы вязали внизу. Все, здесь дальше рассказывать нечего. Провяжу сейчас 3 раза этот вот узор, 3 кубика вот таких, к вам вернусь и закончим этот верх. Значит, сейчас что делаем? Провязываем узором высоту бортик, вот этот вот верхний. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю снимаем, не провязывая. Вяжем по узору. Еще раз его вам разверну. После того, как закончила вязать узор, я провязала еще 2 ряда лицевыми петлями красным цветом и 2 ряда темно-синим цветом провязала. И теперь я буду закрывать петли. Все. Верх закончили. По 2 петли провязываю вместе, закрываю петли. Вот такая изнанка. Две петли вместе провязала, закрыла. Сильно не растягивайте здесь, аккуратненько. Так, закрываем петли. Так, закончила набирать петли, закрывать петли. Теперь нить не обрезаем. Сейчас мы будем по всему слитку набирать петли, а потом перейдем на подошву. Вот такая вот деталь получилась. Сейчас я вам хотела замерить вот эту вот верхнюю часть еще. Ну, сколько она здесь? 10 сантиметров, да? Угу. И высота у меня получилась почти 8. Там еще на подошву уйдет, поэтому эта высота будет в итоге меньше. Значит, сейчас на тех же самых спицах номер 3 с помощью крючка я наберу петли. По боковой стороне у меня будет 21 петля, ну, 20-21. У вас может быть количество на 1-2 больше или меньше. По всему слитку набираю петли. Сколько мы набирали в начале петель, я набирала 121. Сейчас по всему слитку я наберу 121. И на второй стороне точно так же наберу 21 петлю, боковую часть пятки. А потом уже перейду к подошве. Так,
Это у нас на спице. Под двумя дужками ввожу крючок, захватываю ниточку, набрали петельку. Ввели крючок, захватили, набрали. Так, набираем петли. Понятно, да? По всему слитку набираем петли. Набрала петли. Теперь далее по изнаночной стороне. Сейчас я провяжу все петли до середины, до начала подошвы. То есть подошву я начну вязать. Вот я выделила средние 9 петель. Так, теперь вот эти вот все петли, как я уже сказала, сейчас я провяжу лицевыми по изнаночной стороне. Первую снимаю и провязываю все. Так, пришла я, начала подошвы у меня, 9 петель я начинаю. Сейчас я эти 9 петель подошвы провязываю все лицевыми и буду ее расширять. Так же, как я вязала мысок, тем же самым методом я буду расширять подошву. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязала. Разворачиваюсь. Провязываю обратно эти 9 петель. Так. Развернулась опять. И с изнаночной стороны я начну уже делать прибавки. Провязываю 9 петель и 10-ю петлю буду добавлять с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 2 петли провязываю вместе. 10-ю добавила, получилось 1 петельку. Развернулась на лицевую сторону, первую снимаю, теперь провязываю 10 петель и 11-ю добавляю с боковой спицы, провязывая 2 петли вместе. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Этого кота убью сейчас нахрен. 2, 4, 6, 8, 10. Одну петельку добавляю. Отвлекают меня постоянно. Подтянула. Развернулась на изнаночную сторону. Опять провязываю все петли. И одну петлю добавляю с боковой спицы, как я уже говорила, провязывая 2 петли вместе. Значит, всего расширим до 15. Если ножка узкая, оставьте 13 петель. На 40 размер, вот я сейчас покажу, я расширила, сделала 17 петель. Вообще, смотрите, на 40 17, но здесь у меня вязание со снятыми петлями. Оно стягивает, и поэтому подошва получилась не широкая. Одна петля лицевая, одну снимаем, не провязывая, по изнанке все изнаночные. Ну, я во многих видео это показывала. Вот, вот здесь вот такая вот у меня была подошва. Надеюсь, видно ее. Ну, в этом варианте я буду вязать все платочной вязкой, опять все лицевыми. Так, 1, 2, 3. Свет у нас резко вырубили. Какое-то утро сегодня неблагополучное. То кот, то еще что-то. На чем я остановилась? Теперь продолжаю вязать подошву. 2, 4, 6, 8, 10, 11. И вот еще добавляю одну петельку. 2 вместе провязала лицевой. Добавила одну. Получилось 12. Развернулась на лицевую сторону. Опять провязываю 12. Одну петельку добавляю с боковой спицы. Вот вязали мысок. Точно так же. Вяжем, расширяем. После того, как расширим подошву, будем вязать по методу пятки, закрывать по 2 вместе.
У меня у заказчика ножка узкая, поэтому я оставлю 13 петель. Но средняя вот 15 петель, а если нога широкая, то 15, 16, 17 в этом районе. Потом, когда придем к пятке, мы там пару петель убавим. Закончила делать расширение. Теперь что делаю дальше? Провязала все петли подошвы, последнюю петельку соединяю с одной петелькой с боковой спицы. 2 петли провязываю вместе по изнаночной стороне, провязываю 2 вместе лицевой петлей, развернулась на лицевую сторону, опять провязываем все петли подошвы и последнюю петлю буду соединять с петелькой с боковой спицы по лицевой стороне. 2 вместе буду провязывать изнаночной петлей. Так, вяжу все лицевыми петлями до конца. Здесь все в кучу собралось, но поделать ничего нельзя. Так, последняя петля у меня на подошве осталась. И одна петелька с боковой спицы, 2 вместе провязала изнаночной петлей, все соединила. Опять разворачиваемся, все провязываем лицевыми петлями и последнюю петлю соединяем. Так я буду провяжу все вот эти вот петли. Потом вот здесь уже к вам вернусь, убавки сделаю, до середины пятки провяжу. Они все у нас набраны на спицы, поэтому вяжем все эти петли, соединяем. И все на этом. Вверх потом немножечко там закончим. И на этом все. Вот. За день спокойно можно один следок связать. Если стиркой, уборкой не заниматься, конечно. Так, пришла в конец ряда. Последняя петля. Петля одна с боковой спицы. 2 вместе провязала лицевой. Все, развернулись. Вяжем подошву, заканчиваем это дело. Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот такая вот подошва. Вот так вот это все выкладывается. Значит, дошла я вот до пятки, да? Вот здесь по одной петле сразу убавила. И уже с середины пятки сделаю вот убавки. Оставила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель я оставила. Ну, до этого я еще дойду, я к вам вернусь. Значит, сейчас вяжем подошву, соединяем все петли, встречаемся. Закончила соединять петли подошвы, перехожу к пятке. Также продолжаем соединять петли пятки. И вот в конце я убавлю по несколько петель. Буду убавлять не в каждом лицевом ряду, а через один лицевой ряд, чтобы резкого перехода не было. Первую снимаю, следующие 2 провязываю вместе. В начале ряда одну убавила и также убавлю одну в конце ряда. Вяжем до конца ряда. Ох, слетела петля, ну. Осталось 3 петли в конце у меня. 2 петли провязываю вместе. Убавила одну и последнюю петельку. Опять я соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночной. Так же, как вязала всю подошву. Теперь изнаночной, лицевой, опять изнаночной вяжу без изменений. И в следующем ряду сделаю опять по одной убавке. Как я уже говорила, я убавлю до 7 петель. Вот эта вот полоса у меня, получается, была 55. И 7 это сколько у нас получается? 62. 62. Если меньше петель нужно, значит убавьте здесь еще по пятке кверху до 5, до 3. Или же в самом конце, сейчас, когда закроем все петли, вверх можно будет один ряд обвязать крючком, обычными столбиками без накида, и все это в кучу, так сказать, соберется, немножечко подтянется. Не будет широко, это если кому широко. Ну, я вот так вот замерила, все примерила, нормально. Значит, довязываем сейчас пятку до конца.
Так, довязываю я последний ряд, закрываю последние 2 петли, закрою изнаночной теперь, чтобы косичка вот здесь продолжалась. И все, закрываем петли теперь. По 2 петли провязываем вместе, закрываем. Так, и осталось 3 петли, я их вместе провяжу. Вот так вот. Далее, смотрите, все закрыла. Что у нас здесь получилось? Вот так, да? Теперь можно, как я уже сказала, вот крючком один раз обвязать. Я не буду обвязывать. Я сейчас заделаю вот эту вот ниточку, попрячу хвостики. И на этом будет сегодня все. Вывели хвостик наизнанку. Так вот, аккуратненько. И здесь под нитками, под петлями спрячем это дело. Вот здесь его можно вот так один раз подвязать еще. Так, все. Что я еще хотела сделать? Что-то замерить. Вроде бы все замерила. Вот такой вот следок. Ну вот ширину, по-моему, я не мерила вам. Почти 10 сантиметров. Вот здесь вот в ширине. Здесь я замеряла. Здесь вместе с пяткой, что у нас получается. Ну вот 10,5. Примеряем. Разровняли. О, все, красота. Всем спасибо за просмотры, за лайки, за подписки, за комментарии. Всем счастливого Нового года. До новых встреч в новом году. Пока-пока.